Австралия — континент, который серьезно пострадал от влияния людей. В разное время переселенцы из Азии и Европы завезли сюда огромное количество самых разных животных, к которым изолированные территории были абсолютно не подготовлены. Не было ни естественного контроля популяции, ни природы, которая приспособлена для совместного существования с завезенными видами. В итоге сейчас у австралийцев огромные убытки из-за того, что переселенные лисы вместе с собаками и кошками поедают домашний скот. А экологи трубят о том, что каждый из этих существ также способствует исчезновению животных-эндемиков, которые были абсолютно не готовы к таким соседям. В числе животных, которые вредят страдающей Австралии, находятся ослы. Их вред куда серьезнее, потому что он сказывается и на биоразнообразии, и на плодородности земли. И знаете, что удивительно? Путешествуя по Австралии, можно набрести на одно место, где ослов намеренно выпустили на землю, которую изначально и так нельзя было связать хоть с какой-либо плодородностью. Зачем это нужно? Сегодня мы с этим разберемся. Когда европейские поселенцы прибыли на территорию Австралии, они привезли с собой лошадей. Эти животные подходят для всего. И перемещаться можно, и грузы перевозить, и для сельского хозяйства за счет своей силы лошади отлично подходят. Однако была проблема — вот эти растения. Гастролобиум и аксилобиум — эндемики австралийского континента. Они содержат высокотоксичное соединение, к которому завезенные лошади были не готовы. Оно смертельно для животных. Люди пришли к выводу, что если ослы обладают устойчивой для ядовитых растений пищеварительной системой, почему бы не использовать их вместо лошадей? К тому же ослы не требуют обильного водопоя, как лошади и другой крупный рогатый скот. Идеальное решение, которым активно пользовались долгие годы. Однако с появлением первых автомобилей и железных дорог в начале XX века ослы оказались невостребованными. С человеческими изобретениями и легче обращаться, и выживаемость у них куда выше. Владельцы ослов, не желая нести расходы на содержание и транспортировку брошенных животных, просто открыли им ворота. Ослы ушли в дикую природу и быстро адаптировались к суровым условиям Центральной и Западной Австралии. Благодаря отсутствию естественных врагов и способности выживать даже в самые засушливые времена, они не просто выживали, а размножались с угрожающей скоростью. Сейчас в Австралии обитает порядка 57 миллиона диких ослов, что делает эту популяцию одной из крупнейших в мире. При благоприятных условиях годовой прирост численности достигает 25%, и без целенаправленных мер контроля популяция стремительно растет. Уже к 1949 году власти Западной Австралии официально признали диких ослов вредителями, однако до 1970-80-х годов никакой скоординированной борьбы с ними не велось, из-за чего животные успели нанести серьезный ущерб Австралии, да и продолжают его наносить. Массовое присутствие ослов на австралийской земле привело к серьезным изменениям ландшафта и ухудшению состояния экосистем. Для начала давление их копыт на грунт в пересчете на единицу площади в 1,5 раза превышает аналогичный показатель у крупного рогатого скота, что вызывает уплотнение почвы и снижает ее водопроницаемость. Не впитывающаяся в землю вода остается на поверхности, размывая тонкий плодородный слой при сильных ветрах и осадках. Прорастание семян практически блокируется, и почвенный покров не восстанавливается, особенно после экстремальных засух. Интенсивное поедание дикорастущей растительности ослами делает пастбища непригодными не только для аборигенных кенгуру и вомбатов, но и для крупного рогатого скота, когда фермеры пытаются возвращать выпас на деградированные земли. Ослы едят до 2,5% от массы своего тела ежедневно, зачастую уничтожая молодые побеги и корневые системы многих видов кустарников и трав. Это не только приводит к опустыниванию, но и снижает биоразнообразие. Исчезает полынь, травы-эндемики и кормовые растения для ценных птиц и мелких млекопитающих.
К этому добавляются экономические потери для фермеров и владельцев пастбищ. Дикие ослы ломают и портят ограждения, загоняют домашний скот в ненадежно огороженные участки, разрушают водопои и порой оставляют после себя целые колеи из вымоченных земляными наносами следов. Стоимость восстановления фермы фрагментов инфраструктуры оценивается в миллионы австралийских долларов ежегодно, а правительственные программы компенсации и контролируемого отстрела в некоторых регионах обходятся бюджету в сотни тысяч долларов в год. Для борьбы с инвазией правительство Западной Австралии и федеральные структуры разработали несколько подходов. Например, наиболее радикальный массовый отстрел, который ведут как наземные команды, так и авиаотряды с вертолетов. Современные технологии позволяют оснащать вертолеты тепловизорами для обнаружения животных в кронах кустарников, а GPS-отслеживание помогает планировать маршруты зачистки. В результате за последние несколько десятков лет было отстреляно около 570 тысяч особей. Огромные цифры. Несмотря на это, каждая выловленная группа ослов быстро заменяется новыми особями. А из-за расширения ареала животных и изменчивых климатических условий охват контроля остается фрагментарным. Сложности усугубляются социальной напряженностью. Многие фермеры жалуются на ущерб, но одновременно критикуют методы отстрела как негуманные. Общественные активисты и зоозащитники выступают против массового убоя, требуя более цивилизованных способов, от гуманного отлова и стерилизации до коммерческого использования мяса и шкур для традиционной медицины. Однако ни один из этих подходов пока не получил широкого распространения из-за высокой стоимости и организационных сложностей в отдаленных регионах. Однако существуют и другие варианты борьбы с ослами, кроме отстрела. И стоит сказать, они невероятно полезны и могут стать в каком-то роде спасением для Австралии. На станции Качана в Кимберли, Западная Австралия, фермеры впервые сумели превратить диких ослов из врагов ландшафта в ключевой инструмент его восстановления. Начиная с определенного времени, фермеры концентрируют табуны 110-250 ослов на особо истощенных участках, где из-за корки почва не пропускала влагу и абсолютно не выглядело как что-то, что способно быть в нормальной степени плодородным. Как вы помните, ослы умеют топтать землю, притом очень хорошо, настолько, что в этом они даже превосходят другой домашний скот. На многих территориях это наносит вред, а на таких деградировавших площадях, где корка уже стала постоянной броней почвы, ослы неожиданно помогают. Под тяжестью осляных копыт уплотненный слой разрушается, из-за чего выпадающие осадки наконец имеют возможность попасть в почву, а не отправиться куда-то, где вода абсолютно не нужна. Соответственно, благодаря ослам у растений появляется возможность вырасти на территории, где скудность флоры стала главной характеристикой. Кроме этого, когда ослы ходят, они вместе с разрушением корки способствуют тому, что местная скудная трава перемешивается с верхним слоем почвы, образуя натуральную мульчу, которая надолго задерживает дождевую воду и постепенно перегнивает, обогащая грунт органическим углеродом и питательными веществами. Благодаря такому живому культиватору на Качане уже в первый сезон после обильных осадков появились долгожданные постоянные ручьи. Вода не сбегала поверхностным стоком, а уходила вглубь почвенного профиля, подпитывая корни трав и кустарников. Местные экологи подтверждают, почва в зонах выпаса заметно темнее, мягче и питательнее, а между каменистыми склонами распустились заросли крючковидных кустарников и метляковых трав, где раньше все было бесплодным. Помимо механического рыхления почвы, дикие ослы на Качане выполняют еще одну важную функцию — снижение риска сильных пожаров. Исследователи из Технологического университета Квинсленда установили на территории станции камеры слежения и обнаружили, что участки с ослами накапливают на поверхности гораздо меньше сухой травы и кустарников. Ослы стригут их копытами и съедают, создавая естественные барьеры против распространения огня.
Это качественно отличает местность от соседних пустующих земель, где без животных мелкий сухостой быстро образует сплошной живой фитиль. Кроме того, на станции отметили и эффект фекалий. Ослиный навоз. Это, как и всегда у травоядных, натурпродукт, который можно назвать удобрением. Представьте, у нас есть деградировавшие почвы. Затем по ним проходит осел, который до этого обильно поел. Из него выходит навоз, а там как раз то, что нужно для флоры: азот, фосфор, калий и другие элементы, каждый из которых дополняет друг друга и по отдельности является тем, благодаря чему растения растут здоровыми. Также дикие ослы — это распространители растений. Животные поедают широкий спектр растительной пищи: травы, семена бобовых и мелких кустарников. И многие семена проходят через их пищеварительный тракт практически неповрежденными. Попадая в навоз, они оказываются в среде с достаточным запасом азота, фосфора и калия, что создает идеальные условия для прорастания. При этом исследования показывают, что семена, продержавшиеся в пищеварительной системе копытных, прорастают быстрее и с большей всхожестью, чем те, что остаются на поверхности почвы. Еще стоит сказать, что навозные кучки ослов выступают как своеобразные садовые грядки. Каждая из них представляет собой концентрат питательных веществ, где семена получают защиту от птиц и перепадов температуры. А по мере разложения навоза почва вокруг становится более рыхлой и влажной. Идеальные условия для молодой корневой системы. А если, к примеру, на территории растут растения с липкими или колючими оболочками, то распространение становится еще проще. Семена цепляются к шкуре ослов, после чего переносятся на десятки километров от исходного места, обеспечивая расширение ареала и генетический обмен между изолированными популяциями. А как вам информация о том, что ослы могут стать причиной, по которой на определенной территории появляется вода, которая позволит выживать другим животным? Да, они способны на такое. Однако обо всем по порядку. У ученых есть гипотеза, что роль животных-инженеров по добыче воды уходит корнями в глубокую древность. В эпоху позднего плейстоцена, когда по Австралии бродили гигантские дипротодоны, самые большие известные в истории сумчатые, а также другие массивные травоядные, их копыта и мощные тела прокладывали тропы к глубинным водоносным слоям. Эти колодцы вместе с естественной эрозией создавали редкие, но жизненно важные источники влаги, вокруг которых концентрировались мелкие млекопитающие птицы и рептилии. По аналогии, современные исследователи описывают слонов в Африке и Азии как выдающихся скважинных архитекторов, копающих колодцы в обмелевших руслах рек, чтобы добыть подземную воду для себя и сотен других видов. В подщебнем и плотными глинистыми отложениями ослы долбят канал в грунтовые слои, в результате чего, как заявляют исследователи, у животных получаются скважины глубиной 1,5–2 метра. И уже через несколько дней к этим колодцам подходят кенгуру, вамбаты и разнообразные птицы, чтобы утолить жажду в самый разгар сухого сезона. При этом камеры наблюдения фиксируют, что без этих скважин многие виды лишались доступа к воде на месяцы. Параллельно с колодцами ослы создают так называемые осляные ванны. Неглубокие, едва заметные углубления в мягком песке или там, где эти животные чистятся о камни или просто катаются в пыли. Когда идут дожди, эти углубления собирают до 30 мм осадков, удерживая воду дольше, чем окружающий грунт, и превращаясь в настоящий живой резервуар. По краям таких бассейнов пробивается молодая зелень. Плюс к этому, как мы говорили, ослы могут сами принести семена, которые с радостью разовьются в месте, где достаточно влаги. Да еще и навоз, который появился из тех же животных, станет допингом в условиях, когда у растений недостаточно питательных элементов для роста. Ну и, конечно, такие углубления — это, как и колодцы,
источник воды для множества других животных, которым сложно отыскать ценнейший ресурс в засушливых условиях, имеющихся на обширных австралийских территориях. Эти два механизма — глубокое вытаптывание и накопление воды в ослиных ваннах — вместе образуют целую сеть локальных водохранилищ. В период затяжной засухи вода медленно фильтруется из ослиных колодцев в прилегающие слои почвы, подпитывая корни кустарников и трав, а последующие дожди накапливаются в углублениях, создавая мини-водохранилища. В результате на засушливых склонах могут формироваться устойчивые оазисы. Вокруг скважины ослиных ванн способны появляться заросли низкорослых кустарников, а биоразнообразие микроорганизмов и мелких беспозвоночных возрастает в разы. Таким образом, дикие ослы демонстрируют редкий пример восстановления функции исчезнувшей мегафауны. Они не только добывают воду, но и структурируют ландшафт, а также восстанавливают микроклимат. Кроме того, ослы способны стать причиной, по которой повышается биоразнообразие засушливых территорий от пресмыкающихся до сумчатых и пернатых. Тем не менее, все эти впечатляющие эффекты пока что не говорят о том, чтобы Австралии ослы вместо вредителей превратились в спасителей деградировавшей Земли. Опыт Криса Хенгелера, инициатора всего, что пробовали на станции Качана, это скорее удачная местная история, чем масштабное научное открытие. Сам фермер подчеркивает, что успехи зависят от уникальных сочетаний климата, почвы и рельефа Кимберли, а любой иной регион с другой гидрологией и флорой может дать совсем другие результаты. Кроме того, методы Хенгелера требуют постоянного контроля. Выпас ослов должен вестись строго в отведенных зонах, иначе риски перевыпаса и деградации могут легко вернуться. Чтобы превратить эту захватывающую историю из глубинки в реальный инструмент восстановления земель, нужно запустить серию контролируемых исследований в разных климатических зонах, собрать многолетние данные об осадках и динамике растительности, а также выработать четкие протоколы управления стадом. Кроме этого, стоит сказать, что кардинальная ситуация с дикими ослами в Австралии вряд ли изменится. Сейчас огромное количество этих животных бродит по континенту без всякого контроля, из-за чего оказывает негативное влияние на те территории, что не требует разбивания поверхностной корки или создания осляных скважин или ванн. И это не изменится. Нельзя просто взять всех ослов и отправить их только на определенные участки, поэтому отстрелы будут продолжаться и дальше. Однако в перспективе, если положительное воздействие ослов на деградировавшие территории будет больше изучено, найдет своих сторонников во власти, а также будут получены необходимые разрешения. Нельзя исключать появление программ, в рамках которых хотя бы часть вредителей будет использоваться для преобразования множества засушливых и неплодородных территорий Австралии. Однако у ослов есть профессия, которую уже не требуется подтверждать исследованиями. Они используются в качестве охранников. Фермеры по всему континенту, от обширных пастбищ Нового Южного Уэльса до самых отдаленных регионов, активно используют ослов в качестве надежных сторожевых животных, эффективно защищая свои стада овец, коз и даже телят. От кого? В Австралию завезли не только лошадей и ослов. Один из главных врагов любого стада овец, коз или коров — это собаки. Первыми из собак, кто вступил на континент, были предки динго, прибывшие с азиатскими мореплавателями 4-8 тысяч лет назад. Эти животные одичали, прекрасно адаптировались и заняли нишу главного хищника. С приходом европейцев в 1788 году началась вторая волна. Колонисты привезли домашние породы для самых разных нужд. Со временем многие из них сбежали или были брошены, скрещиваясь с динго, и сегодня все эти собаки распространились почти по всему континенту, бегая без присмотра с большим желанием напасть на какое-нибудь стадо овец или коз. Другая угроза для любого стада — это лисы. Да, они тоже не появились на континенте сами по себе. Этих животных завезли британские поселенцы в середине XIX века,
главным образом для спортивной охоты, чтобы воссоздать традиции своей родины на отдаленном континенте. Однако, без естественных хищников и с обилием легкодоступной добычи лесы быстро расплодились, что привело к закономерному итогу. Около 80% материковой части Австралии спустя совсем небольшое время оказалась под властью рыжих хищников. Сегодня их численность оценивается примерно в 1,7 миллиона особей, хотя некоторые оценки доходят до 7,2 миллиона. Эти хищники присутствуют практически во всех средах обитания, за исключением крайне тропического севера и некоторых островов. В общем, как раз там, где есть добыча, среди которой может быть домашний скот, вроде овец и коз. Итак, каким образом с этими зубастыми хищниками справляются ослы? Они активно преследуют противника, используя свои мощные копыта и устрашающее громкое ржание, чтобы обратить в бегство даже самых смелых собак или лис. Существует множество задокументированных историй, когда один единственный осел успешно защищал целое стадо, предотвращая атаки, которые могли бы обернуться разорительными потерями для фермера. Ключевым аспектом успеха ослов как сторожевых животных является их способность формировать прочные социальные связи. Когда осел помещается в стадо в молодом возрасте, он быстро интегрируется, воспринимая овец, коз или телят как часть своей собственной семьи. Это сильное чувство принадлежности и привязанности мотивирует осла интенсивно защищать своих подопечных от любой воспринимаемой угрозы. Он становится не просто сторожем, а неотъемлемым членом стада, чье постоянное присутствие и бдительность обеспечивают круглосуточную охрану. При этом, в отличие от специально обученных сторожевых собак, которые требуют значительных инвестиций в дрессировку и ветеринарное обслуживание, ослы гораздо менее прихотливы. Также они могут похвастаться завидным долголетием, доживая до 20, в некоторых случаях и до 30 лет, что делает их выгодной долгосрочной инвестицией. Более того, их адаптивность к суровым австралийским условиям позволяет питаться грубой растительностью, что существенно снижает затраты на содержание и делает их идеальными животными для огромных, часто засушливых пастбищ. Истории успеха ослов, как защитников стада, продолжают накапливаться по всей Австралии. К примеру, на одной из ферм в Новом Южном Уэльсе молодые ослы, хорошо социализированные и введенные в стада овец, уже через несколько недель начали эффективно отпугивать хищников резким ржанием и ударами копыт. После этого владелец фермы заметил закономерный положительный эффект. После введения ослов случаи потерь скота резко снизились, а в некоторых хозяйствах и вовсе прекратились. В долине Хантер фермеры, долгое время страдавшие от нападений диких собак, тоже решили испытать эффективность ослов на практике. В одном из хозяйств всего 2 осла, взятые из программы адаптации диких животных, начали использоваться как охранники стада. И, конечно, эффективно. В течение нескольких месяцев ни одна овца не пострадала от хищников. Еще один яркий пример — ферма в районе Куран, Квинсленд, где изначально использовали 2 ослов для охраны стада телят. За последний год количество этих защитников увеличилось до нескольких десятков. По словам хозяина, ослы проявляют удивительную способность ощущать приближение опасности еще до того, как ее заметит человек или техника. Так что даже самого дикого осла-вредителя не обязательно отстреливать. Он может принести большую пользу.